Приветствую вас, мои ласточки. С вами снова Алла Касаткина, проект «Ладное я». И сегодня мы поговорим о такой непростой ситуации, когда внутри накопилось много. Допустим, чаще всего такие ситуации бывают, когда женщина находится в деструктивных отношениях, в созависимых отношениях. Ей очень долго приходится мириться с чем-то, что она не может принять в своем партнере. Будь то его деструктивное поведение, будь то его измены, будь то неравноправие в семье, нехватка денег, то, что заставляет ее страдать и молчать, молча страдать. То, что заставляет ее зажимать себе рот, закрывать себе рот, не имея возможности проявить то, что ей хочется, то, что для нее главное, высказать наконец-то это. Почему? С этим приходится терпеть. Этого слишком много копится внутри, и это очень сильно нас истощает. И в какой-то момент мы понимаем, что жизненной энергии больше не осталось. Простите, пожалуйста, за сравнение, но дерьмо подошло под самое горло. Еще глоток, и я захлебнусь. А бывают ситуации, когда из этой негативной, деструктивной ситуации можно уйти. Но бывают моменты, когда уйти некуда. Когда сделать ничего сейчас вы не можете. Банально, потому что у вас нет сил. Просто у вас нет сил, нет энергии внутренней для того, чтобы сказать, да пошло но все нафиг, я начну сначала где-то на ровном месте, без боязни. Потому что когда подступает под самое горло, страхи на максимуме, тревога на максимуме. Когда подступает под самое горло, вы не видите очевидных, простых решений для себя. Вы слишком напряжены, и у вас слишком мало места внутри для того, чтобы подумать о себе, потому что страдания внутри вас сожрали все место. Что делать в этой ситуации? С этой ситуацией нельзя ее затягивать, потому что еще чуть-чуть она, простите, сожрет вас. Что делать? А делать вот что. Обязательно нужно выговориться. Самое простое. Нужно выговориться. Только ради Бога, не вздумайте выговариваться тому, кто вас в эту ситуацию вогнал. Ситуация еще больше усугубится, и вот этот вот опасный порог достигнется скорее, и вы себя разрушите окончательно. Но где же возникает вопрос найти благодарные ушки? Где же найти те уши, кому можно высказаться без страха, без опасений, что кто-то пойдет, передаст, расскажет, выдаст вас или посмеется, обесценит ваши переживания, потому что есть люди, к сожалению, которые не могут ваши переживания разделить, потому что у самих так же хреново. Поэтому им надо обесценить ваши, чтобы самим чувствовать себя комфортнее. Но что делать вам? А высказаться можно в нескольких вариантах, абсолютно безопасно для себя. Предлагаю вам на выбор, а вы себе решите сами, какой из них больше вам подходит. Самый простой, самый очевидный для тех, кто ходит в церковь, пойти на исповедь к священнику. Просто прийти и рассказать священнику все. Слить все, что накопилось, без страха. Не забывайте, что профессиональный долг священника – молчать. Молчать и принимать все, что вы ему рассказываете. Что бы он вам ни рассказывал в ответ, правильно вы терпите, неправильно, пропускайте мимо ушей. Ваша задача выговориться. Ваша задача слить вот тот кусок, комок, прорву негатива, который жрет вас изнутри. Для того, чтобы посветлела голова, для того, чтобы легче стало на сердце, для того, чтобы у вас появилась подвижность, хотя бы посмотреть по сторонам и увидеть варианты, как вы можете себя защитить. Банально, очень быстро находится решение. Еще один безопасный способ, но уже требующий некоторых материальных вложений, это пойти на консультацию к психологу. Профессиональная этика психолога тоже требует молчания. Я имею в виду, психолог не имеет права ходить и разносить по городам и весям, что конкретно Маша Иванова рассказала ему на консультации. Психолог обязан об этом молчать. И если он, не дай бог, заговорит, вы понимаете, что он рискует своей карьерой. Поэтому вы можете у психолога не только выговориться, но еще и с помощью тех вопросов, которые он задаст, посмотрев на ситуацию с разных сторон, уже как раз увидеть для себя те варианты выхода, как вы можете изменить ситуацию безопасно для себя, комфортно, или хотя бы как вы можете приспособиться к этой ситуации, чтобы она вас не ранила настолько. Третий, снова бесплатный вариант для тех, кто скажет, не пойду к психологу, я им не верю. Третий вариант, самый простой, самый безопасный. Берете какую-нибудь игрушку, берете листик в парке,
тетрадочку, делаете самолетик из бумаги и идете с ним куда-нибудь в отдаленное место, где вы будете одна и будете точно знать, что вас никто не услышит. Берете это и рассказываете вот этому объекту, просто выпускаете из себя все, что у вас накопилось. Всю боль, все свои разочарования, все свои обиды, претензии, все выпускаете вот этому. Единственная просьба, найдите, пожалуйста, не ту игрушку, которая находится у вас в доме, потому что потом она будет вам напоминать о том, что вы рассказали. То есть это должно быть что-то маленькое, простенькое, что вы можете оставить там же, где вы рассказывали, вплоть до того, что в мусорник выбросить. Чтобы оно унесло энергетику и напоминание, и привязку к этому, оно унесло к этому разговору, чтобы вас не беспокоило, что вот оно, бельмо мне глаза морочит, я его вижу и не могу ничего с этим сделать. Поверьте мне, как только вы выговоритесь, места внутри станет значительно больше. А это значит энергии жизненной, потому что когда у вас подступало вот сюда, жизненной энергии у вас было вот на эти полвздоха. А когда вы опустите, расширите свое жизненное энергетическое пространство, у вас будет внутренней силы больше, либо выйти из этой ситуации, либо найти достойный ответ, либо найти решение, которое вас защитит, либо даже банально вам прибавится смелости обратиться к кому-то другому за помощью или защитой. И вы сможете себя почувствовать комфортнее и безопаснее. Но ваше молчание, оно разрушает. Поэтому я вам дала 3 простых, но очень конструктивных способа решить ту проблему, которая вас гложет и которая лишает вас жизненной энергии. И я надеюсь, мои советы вам пригодятся. Ставим лайки, подписываемся на канал. С вами была Алла Касаткина. До встречи в следующих видео, мои ласточки. Пока-пока.